Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Сегодня хочу представить вам тапочки спицами. Тапочки-следочки спицами вот такие вот. Немножечко отдохнуть от тунисского вязания. Несколько штук уже связала спицами. Не очередной заказ у меня. Заодно, думаю, вам покажу. Значит, сегодня буду вязать вот такие вот голубым цветом на размер 37-38. Эти у меня размер 39-40 были связаны. Разница в нитках, смотрите, расчет в петлях был один и тот же. Единственное, здесь было больше на одну ракушку. И розовые у меня связаны были Ализа Экстра в 100 граммах 220 метров, а голубые в 100 граммах 240 метров. И разница на целый размер получилась. Голубые я буду вязать спицами номер 2,5. Розовые я вязала, например, спицами номер 3. Ну вот, чем толще нить и толще спицы, сразу на размер увеличивается. Значит, 37-38. Если вам нужно будет размер немножечко побольше, вот заднюю часть немножечко увеличим. Вяжутся довольно-таки просто, я бы сказала бы. Может быть, покажется сначала, что как-то сложновато. Нет, провяжите первые 3 ряда, и станет все понятно. Я с таким удовольствием их связала, вот прям быстренько, как по маслу. Вязала бы и вязала бы. Значит, верхнюю часть сначала свяжу верхнюю часть, потом перейду на подошву, свяжу подошву, перешли к заднику, провязала задник, набрала петельки и сделала вот такую вот обвязку. Вот и все. Хорошие тапочки получились. Значит, спицы номер 2,5 я сказала. Нитки показала. Ну что, все, начнем. Поехали. Начинаем вязание. Начинаю вязать с мыска. Наберу на спицу 9 петель. Обычным способом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переворачиваем. Следующий ряд провяжу все лицевыми. Первую сниму. Все до конца провяжу лицевыми. Последнюю кромочную провяжу изнаночной. Перевернули. Это у нас будет лицевая сторона. По лицевой стороне все петельки буду вязать изнаночными. В начале ряда и в конце ряда, после первой кромочной петли и перед последней, я буду делать накид, добавку. В каждом лицевом ряду я ее буду делать. По изнаночной стороне буду провязывать перевернутым. Буду расширять, пока у меня на спице не будет 29 петель. Всего ширина тапочка по верхней части будет 29 петель. По нижней части я тоже сделала 29 петель, как я уже говорила. Но если у вас размер будет меньше 37-38, тогда можете сделать 27 петель. Так, вяжем. Все идем изнаночными по лицевой стороне. Накид и последняя кромочная изнаночная. По изнаночной стороне накид провяжем перевернутой. Все остальные как смотрят, лицевыми. Последняя изнаночная. Следующий ряд вместе с накидом у меня будет 13 петель. Я провяжу сейчас первые 6 петель вместе с накидом. Среднюю петельку, первая ракушка у нас будет, я провяжу ее лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Среднюю провяжу лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
по изнаночной стороне вяжем по рисунку. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Шесть петель с накидом провязала лицевой, среднюю петельку провязала изнаночной и далее вяжу лицевыми. Так, это был первый, второй. И так еще провяжем 2 ряда. В каждом ряду будем делать по добавке. У нас получится здесь 4 ряда лицевых петелек. Провяжем еще так 2 ряда. Провязала я 4-й ряд. Вот смотрите, что у нас должно здесь получиться. 1, 2 дырочка, отверстие, 3. И вот 4-я. 5-я на спице. Понятно. 1, 2, 3, 4-я, 5-я на спице. 4 ряда провязываем. Теперь дальше. Сейчас я буду вязать начало каждый ряд, чтобы было понятно. Опять делаем накид. Вяжем изнаночными до лицевой петли. Теперь вяжем ракушку. Опускаемся вниз в самую первую дырочку, первое отверстие. Спицу провели. Захватываем ниточку. Вытягиваем петельку. Вытянули одну. Сделала накид 2. Одну вытянули. Теперь с каждой поднимаемся в каждую дырочку, поднимаемся вверх. Будем вытягивать по одной петле. Каждая петелька будет немножечко меньше предыдущей, как матрешка. Одну вытянули, сделали накид. Вторую захватили, вытянули, набросили. Придерживаем это все дело, чтобы не убежало. Третью подняли, накинули. 4-ю набросили. И 5-я, вот она у нас на спице. Провязываем ее лицевой. Вот так у нас должно получиться. Далее идем по узору. Все изнаночными до конца ряда. В конце ряда 1 накид, последняя кромочная, изнаночная. Перешли на изнаночную сторону. Провязали накид перевернутый. Вяжем лицевыми до ракушки первой нашей. Дошли до ракушки. Дошли до ракушки. Теперь здесь у нас получилось вместе с накидами 9 петель. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Все эти петельки поднимаю на спицу. Сейчас провяжем их как изнаночную. Собрали все. Провязываем. Подтянули ниточку. Вот, протянули ее. И сбросили со спицы. Далее вяжем по узору. 1, 2. Все остальные вяжем лицевыми по изнаночной стороне. Теперь у нас закончилось, когда мы будем заканчивать первую ракушку, сразу будем начинать лицевую петельку провязывать, начинать новую ракушку. Я поставила расстояние 3 петельки. Между ракушками будет 3 петельки. Ну, опять же, можно и 4 поставить. Ну, 2 это сильно мало будет. Если у вас какой-то нить другая или размер другой, это уже можно рассчитать, можно пореже сделать их. В общем, как хотите. Ну, как по мне, самое оптимальное это 3 петельки. Значит, далее что мы делаем? Накид сделали, изнаночными провязали. Теперь 3, еще одну. Смотрите, вот у нас ракушка. 3 петельки будут между ними. Эту петельку мы провяжем лицевой. Первые 5 петелек у меня изнаночная вместе с накидом.
1 лицевая, дальше 3 изнаночных, ракушка, опять у нас будет 3 изнаночных, 1 лицевая. Лицевую провязали, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, и до конца ряда вяжем изнаночными, делаем накид. Это был первый ряд. Сейчас провяжем 2, 3, 4. Еще провяжем 3 ряда и будем уже делать 3 ракушки. Вяжем по рисунку, по лицевой, как смотрят петли, по изнаночной, как лежат петли. Так их и провязываем. Провязываем 3 ряда еще. Вяжем 3 ряда. Провязала 4 ряда. Начинаем вязать ракушку. Опять же, смотрите, 1, 2, 3, 4. Из каждого вот этого вот отверстия мы будем вытягивать ниточку. Опускаемся вниз. Самое первое. Захватываем. Вот, вытащили. Накид. Во вторую. Накид. Третья. Накид. Четвертая. Вытащили. Четвертая. Накид. И пятая. Провязываем лицевую со спицы. Накиды не теряем. Дальше 3 изнаночных. Опускаемся вниз. Вытащили петельку. Накид сделала. Вторая. Чуть-чуть поменьше первая получается. Накид. Третья. Накид. Четвертую вытащили. Накид, пятую со спицы. И также сделаем последнюю. Одну. Дальше вяжем изнаночными до конца. Сделала накид. Последняя кромочная, изнаночная. Переходим на изнаночную сторону. Довязываем, вяжем изнаночную сторону лицевыми петельками. Вот дошли у нас 9 петель нашей ракушки. Переснимаем их на спицу. Все пересняли. Я нитку натягиваю немножко, чтобы легче было притягивать. Но это вяжется действительно легко. Просто за столом не очень удобно. Спицы упираются, поэтому я не могу выкрутить свободно их. Вот, изнаночная провязали, скинули. Дальше 3 лицевых. 1, 2, 3. Следующие. 1, 2, 9 петелек на спицу переснимаем.
Все, чтобы нигде не потерялось. 9 петелек на спицу. И изнаночной. Сбросили 3 лицевых. И так же самое сделаем последнее. Это у нас в этом ряду. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Где он тут? 9. Ага, я уже подняла. Протянули. Сняли. До конца ряда вяжем по рисунку все лицевыми. Так, сейчас пересчитаю петли. Следующий ряд. Делаю еще одну добавку. Ой. Ну, в принципе, можно кому как удобно. И на себя, и от себя. Я разницы большой не вижу. Вяжем. Так. Мы закончили ракушку. Теперь будем формировать новую ракушку. Смотрите. 3 петельки отступаем. И одну перед ней провязываем, перед тремя одну провязываем лицевой. 1 лицевая. 3 изнаночных. Ракушка лицевой петелькой. 3 изнаночных. Одну ракушку провязали, лицевая, 3 изнаночных, одна лицевая, 3 изнаночных, и новую формируем ракушку, провязываем 1 лицевую петельку. Все, до конца вяжем изнаночными. Делаю накид, последняя кромочная. Провяжем по изнаночной, по лицевой, по изнаночной 3 ряда. Я к вам вернусь и будем вязать 5 ракушек новых. Провязала 4 ряда. Сейчас будем вязать 5 ракушек. Здесь у меня будет последний накид. 29 петель у меня будет на спице. Если вам покажется что-то широкое, сразу не паникуйте. Потом, когда будем вязать подошву, оно все, как сказать, сгруппируется, соберется это все в кучку. Поэтому 29 сверху и 29 снизу всего лишь получается 56 петель. А если вы вязали бы обычным лицевой гладью, этот тапочек был бы узкий, можно сказать. Но за счет вот этих вот ракушек объемных он вот расширяется. Хотя я меньше, чем 60 петель не вяжу, но в этот раз так вот. Как я уже говорила, первую пару связала на 60, а они получились на 39-40. Значит, вяжем. Что мы делаем дальше? Последний накид. Три, 4, 5 петелек вместе с накидом. Ой, 6 петелек вместе с накидом с кромочной. 6 петелек у меня. Теперь новая ракушка. Вводим спицу в самый низ. Опять же вытягиваем. Она больше не вытянется. Вот она вытягивается, эта петелька, именно на нужную высоту. Накид. Вторая чуть поменьше. Накид. Третья еще немножечко меньше. Четвертая. Так, накид сделала. Четвертая. Накид. Пятая со спицы. Далее 3 изнаночными. Опускаемся в самую первую петельку. Раз.
2 накид, 3 накид, 4 накид, 5 со спицы лицевой. Ой. Так, 3 изнаночными. Раз, два, три. Новая ракушка. Еще раз покажу. Раз, накид. 2 накид. 3, 4 накид и 5 со спицы. Так, еще одна. Раз, два, три, четыре, пять. 5. У меня будет всего 7 ракушек. Вытягиваем. Раз, два, три. И последняя ракушка. Ой, какой грохот у меня вокруг стоит. В подъезде, на улице, машины. Кошка храпака дает. На камеру все слышно. Ну, не обращайте внимания. Тишины у меня здесь не бывает. Так, последнюю вытягиваем. Один накид. Вторая вытянули. Накид. Третью. Накид. Четвертую. Накид. И 5 со спицы. Все. 5 ракушек провязали. Далее изнаночными до конца. Последнюю добавку сделаем. Идем на изнаночную сторону. Вяжем так же, как мы вязали в предыдущих рядах. Все петли, поднятые с накидами вместе, переснимаем на спицу. 9 петелек взяли. Провязываем их изнаночной. Первый ряд может быть затруднительно, а дальше вот уже вязание идет как по маслу. Господи, вертолеты летают, только б не война. Так, 9 петелек подняли, протянули, проверили вот так вот, нигде ли у нас там петелька не потерялась, сбросили. Все, так идем до конца ряда. 3 лицевых, следующие 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот 9. Ее легко потерять, поэтому внимательно смотрите. Так, захватили, провязали изнаночные. 9. Проверили. Далее 3 лицевых. Опять ракушка. Переносим все это на спицу. Собираем 9 петелек этих. Все провяжем изнаночные. Следующие опять сейчас сформируем
новую 7-ю ракушку. Три. И все, последняя ракушка, провязываем ее. Отвлекли меня. Так, последнюю ракушку набрала на спицу, захватила ниточку и протянула через... И что-то там... О, протянули, проверили, скинули. Все. Все, остальные все до конца ряда вяжу лицевыми. Так, 5 ракушек отвязала. Я сделаю 7 ракушек. Может быть, кому-то будет достаточно и 5. Тогда оставшиеся петли можете просто вязать изнаночными. Так, сейчас. Две петельки провязала. Раз ракушка, 3 изнаночных, перед ними 1 лицевая. Новую провязала лицевой. Раз, два, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Так идем до конца ряда. В конце ряда провязываем новую лицевую петлю для новой ракушки. Это первый ряд. Провязали мы лицевые для ракушек. Далее провязываем еще 3 раза. Всего 4 ряда. В 5-м ряду начинаем вывязывать ракушки сами. Три, 1 и 2 петельки в конце у меня. Все. Вяжем еще также 3 ряда по узору теперь. Провязали. Начинаем вязать 7 ракушек сейчас. Значит, у меня в ширину 29 петель и 7 ракушек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Высоту, по-моему, у меня 13,5 сантиметров получилось. Потом замерю я. Высоту, начиная от самой первой ракушки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. До разъема у меня будет 8 ракушек. Так, еще раз покажу. Потом будем вязать сами до разъема, довяжем. Дойдем до разъема, я к вам вернусь, будем вязать вместе боковушки. Так, вот первая крайняя, опять же. Вытащили одну, захватили. 2, 3. 4. Раз, два, 3, 4. И 5 на спице, со спицы. Далее 3 изнаночных. Новая ракушка. Опускаемся. Захватываем ниточку. 1, 2, 3, 4. Накид. 5 со спицы. 3 изнаночных между ними. Два, 3, 4, 5. Так, 3 изнаночных. Так, идем до конца ряда. Набираем петельки, вытягиваем. Раз, два,
3, 4, 5. Захватили. Накид. Накид. Так, 2 вытащили. 3. Накид. 4. Накид. И 5 со спицы. Провязываем лицевую. Все. Идем до конца ряда. Последнюю провязываем. Делаем еще одну ракушку. Пришли на изнаночную сторону. И точно так же, как я показывала в предыдущих рядах, собираем набранные петли ракушки на спицу. Провязываем их изнаночные. Все эти петельки. Так, что тут все подняла? Вот она, ниточка. И снимаем со спицы. Так провяжем до разъема. Потом будем делать боковые стороны. 1, 2, 3, 4. Вяжем, собираем, соединяем все. Ну, что тут туго. Что у нас получается здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 у меня ракушек. Как я уже сказала, провяжу я высоту 8. Сейчас мерить не буду, потому что будет не точно. Провяжу мысок. Значит, дойдем до последней ракушки. Я к вам вернусь. И будем вязать вот эту вот часть. Вяжем. Провязала я 8 ракушек. Значит, что будем делать дальше? Хочу внести поправку. Только что видео просмотрела, то, что отсняла. Я сказала 29 по верху и 29 петель по низу будет 56. Исправляюсь, будет 58. Это оговорилось. У меня 3-я пара. И в каждой паре в одной 56, в другой 60. В этой 58 петель всего по окружности. Поэтому, видимо, у меня в мозгах переворот уже получился. Так что 59 петель у меня, 29 плюс 29. Думаю, то сейчас меня тапками закидают. Так, мысок. Что у нас по мыску? По мыску 13,5 сантиметров. Чуть-чуть даже вот зашкаливает. Провязала последнюю ракушку. Потом прошла 2 ряда по узору. 3 изнаночных, 1 лицевая. Лицевой изнаночный. Пришла сейчас на лицевую сторону. Это будет 3-й ряд. Сейчас буду делать разъем. Провяжу до средней ракушки. Вяжу по узору до серединки. Сейчас довяжу. И развернусь, пойду на изнаночную сторону. У меня боковушки будут по 13 петель. Сейчас пару петель в середине закрою. Так, вот эту вот среднюю петельку лицевую я ее провяжу. Теперь с изнаночной стороны перевернули наизнанку. Провяжу 2 вместе. Изнаночная 2 вместе провяжу. И еще раз 2 вместе. Да что такое?
13 остается. Раз, два, 4, 6, 8, 10, 13. Все, эту мы оставляем в сторону на спицы. Ладно, я могу еще этой спицей провязать, пока есть место здесь. Теперь это получился первый, второй, третий, четвертый ряд. Сейчас мы вяжем по изнанке по узору. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Все, на этих 13 петлях будем вязать вот длину тапочки. Вот смотрите, что у нас опять? Раз, два, три, четыре. 4 петельки, 5 на спице. После последней ракушки я провязала 2 ряда. Третий ряд я провязала по лицевой стороне, развернулась наизнанку, сократила 2 петельки. Это получился 4-й ряд. И вот пришли мы 5-й ряд. Начнем делать ракушки и вязать боковую сторону. Все. Дальше вяжем все так же, как вязали мы мысок. Набираем петельки. Раз, два, три, 4, 5. Я оставила по 3 ракушки сбоку, чтобы побольше было. Раз, одну вытащили. Раз, два, три. И последняя. Также вытягиваем. Три, 4. 5 со спицы провязываем лицевой. Теперь осталось 2 петельки. Одна изнаночная и одна кромочная. Тоже буду ее провязывать изнаночной. Все, дальше идем по изнанке, по узору. Ракушки наши собираем, провязываем изнаночной петелькой. Все так же продолжаем, как вязали мысок. Сняли. Девять петелек подняли. Ай, куда ж ты слетела? Там не специально такое, ну. Поэтому на самый край спицу не подвигаю, потому что одно какое-то такое неловкое движение, и петли все в улет пошли. Собираем на спицу, довязываем до конца. Следующие 4 ряда провязываем, как смотрят петли, лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У меня боковая сторона, 7 ракушек будет. И последние 2 ряда, один изнаночный, один лицевой я провяжу. Останутся петли на спице. Закрывать я их не буду, петельки. Так они у меня будут болтаться на спице. Ждать своего часа. Все, перевернули. Теперь эти можно крайние, чтобы они не мешали, перенести на другую спицу.
Понятно, да? Вяжем боковую сторону. Изнаночная. Ракушка у нас лицевая. Дальше 3 изнаночных. С каждой стороны я оставила по 13 петель у меня. Ох, пропустила. Тут, видите, 2. Сейчас перевяжу. Один накид не довязала. Ну, бывает. Вот. Так. Ракушка лицевая, изнаночная и кромочная, изнаночная. Все, вяжем вот эту вот половинку. Вот так, чтобы было более понятно. На 13 петлях. Довязываем ее до конца, эту длину. Я к вам вернусь, начнем вязать вторую часть. Закончила я вязать эту половинку. Значит, после ракушки я провязала лицевой ряд изнаночным и по изнанке лицевым. Если вам какая у вас длина, можете провязать пару рядов еще лицевой изнаночной. В общем, сориентируйтесь. Если ракушка одна не умещается, будет, например, много, то просто закончите изнаночными лицевыми рядами. Значит, так, сколько это у меня получилось? Я сказала, что у меня 37-38 размер. 23 с половиной сантиметра. Так, вяжем вторую половинку. Подсоединила ниточку, подвязала ее здесь сзади. Теперь смотрите, я начинала вот со средней петельки, с ракушки, соединяла ее вместе. Теперь сейчас с этой же петельки, чтобы у нас тут дырок не было, вытяну одну. Вытянула вот петельку, делаю ее на спицу и провяжу ее вместе, чтобы у меня на этой спице тоже получилось 13 петель. И еще раз. Вот так вот. 13 петель, значит, это получается, сейчас мы пройдем один ряд, третий по лицу, по изнанке пройдем 4 ряд, и с лицевой стороны получится у нас 5. Начнем вязать ракушки, так же как правую половинку свяжем левую. На улице уже и ночь пришла, но мне хочется это довязать сегодня. Увлеклась прям так. Так, теперь провяжем изнаночные. Все точно так же довяжем. Потом будем подошву. Так, последняя кромочная, изнаночная, лицевая сторона. Первую снимаю. Одна изнаночная. Теперь у нас дальше идет ракушка. Вяжем, набираем петельки. Раз, два, три, 4, 5 со спицы провязываем лицевой. Все точно так же, как правая сторона. Просто я начало как сокращала, показала, а так вяжем все так же. Два, три и последняя, третья. Набираем, провяжем такую же самую длину. Так, последнюю наберу. Ай. Все. Набрали. Все.
Вяжем до конца нужную нам длину. Я к вам возвращаюсь. С мыска начнем вязать подошву. Переходим вязать подошву. Боковушки закончили. Теперь подошву начну на 9 петлях вязать. Ниточку прикрепила здесь. Ой. Вот смотрите, вот средняя петелька у нас, которую мы провязывали лицевой. Вот она. От нее отсчитаем 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6. Набираем 9 петель. 7, 8, 9. Но я все равно после того, как набираю, я вот крайние по всему тапочку оставшиеся кромочные петли с двух сторон пересчитываю. Вроде бы правильно набрала, а бывает так, что с одной стороны на одну меньше. Тогда переделываю, сдвигаю. Освещение другое включила, и тапочки цвет свой потеряли. На камеру смотрю, бирюзовые какие-то. Ладно. Дальше переворачиваем. Первую петельку снимаю. Нить вперед перебросила. Первую сняла. Все до конца вяжу лицевыми. Мысок, начало мыска буду провязывать платочкой. Пока набирать буду петли, буду провязывать платочкой. Вот эту вот часть. Когда закончу набирать петли, по подошве наберу 29 петель, потом буду вязать со снятыми петлями. Начало до конца набора петель, пока не закончатся прибавки, будет у меня платочка. Дальше уплотненная вязка для подошвы. Вот. Так, вяжем все лицевыми. Так, теперь что? Ну, я крючком поначалу. Теперь под каждой вот дужкой вытягиваю петельку. Добавили одну. И все вяжу лицевыми дальше. Точно так же почти сделаю с левой стороны. До конца, до последней провязала лицевыми. Под двумя дужками. Захватила. Перевернула. Все, вяжу все лицевыми. И так по краям прибавляю по одной петельке. Так, последняя лицевая. Это все спицей можно делать, чтобы более было наглядно. Добавили одну. Дальше вяжем лицевыми. Понятно, да? Буду так расширять. Наберу 29 петель. Опять же, если у вас ножка узенькая, можно набрать 27 петель. Ну или какая у вас нитка там. Сильно толстую нитку для этих тапочек не берите. Максимум 220 метраж. Иначе будут широкие они сильно. Все, перевернули. Добавляем, вяжем все платочкой. Потом буду вязать уплотненное и по 2 петельки с краю подошву закрывать.
Одна с подошвы, одна с боковых, с кромочной. По 2 вместе будем закрывать. Значит, что сейчас делаем? Вяжем мысок, расширяем мысок до нужной нам ширины. У кого 27, у кого 29. Если размер большой, то может быть и 30, и 31. 31 петля может быть. Поэтому вот опять же в зависимости от толщины нити. У меня 240 метров в мотке, как я сказала уже в этих, которыми я сейчас вяжу. На размер 37-38. Говорю количество петель. Если у вас нужно будет 39, такое же самое количество наберите, только по длине немножечко на сантиметр увеличите. Так. Вяжем, вяжем. Вяжем, вяжем. Последняя прибавка. Сейчас сделаю последнюю прибавку. Дальше будем вязать сами. Потом я опять к вам приду. Потом опять уйду. Так, вот еще раз. Без заморочек в этот раз особо. Все быстро. Отдохнула немножко. Так, все. Нить впереди у меня идет. Так, что у нас тут получается? Вот он, мысочек, начинает вырисовываться. Понятно, да? По одной захватываем, вытягиваем, как я показала, под низу. Провяжем 29 петель. К вам приду сейчас. Расширила я мысок. Вот с этой стороны у меня получилась последняя добавка. 29 петель набрала. Теперь возвращаюсь по изнаночной стороне. Последнюю петельку не провязываю. Так, как я тут провязывала, буду провязывать лицевой. Значит, по изнанке, с изнаночной стороны по изнанке будем провязывать изнаночной. Подхватила за 2 дужки, петельку со спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Опять же, можно всю подошву платочкой просто провязать. Поэтому вот как хотите, кому как удобно. Так, первую снимаю. Первую провязала. Одну снять не провязанной. Одну лицевой провязала, одну снимаю. Одну провязала, одну снимаю. Одну лицевой, одну снять не провязанная. Одна лицевой, одну снять. И так иду до конца ряда. Одну снять, одна лицевой. Одну снять, одна лицевой. Так вяжу до конца. Довязали до конца ряда. Последнюю петельку не провязываю. Поднимаю, вот 2 дужки подняла крайних, кромочных. Провяжу вместе лицевой. Одну петельку с подошвы, одну с боковой части, 2 дужки с боковой части, одну с подошвы, 2 вместе подтянули, развернулись. По изнанке вяжем все изнаночными теперь. По лицевой стороне буду снимать. Одна лицевая, одну снимать. Она плотненькая получается, эта вязка. Не сильно так, что растягивалась. Все до конца ряда вяжем изнаночными. Последнюю петельку не провязываю. Я их провяжу 2 вместе изнаночной. И таким методом провяжем всю подошву до конца, до последней вот петельки. Так, последняя. Вот 2 дужки. Где вместе провязала изнаночные.
Я вяжу так. Вот. Так, первую сняли на спицы. Первую, вторую петельку провязываю лицевой. Дальше одну снимаю не провязанной. Одну провязала лицевой. Одну снять, одну провязать лицевой. Одну снять, одну провязать лицевой. Все, так идем до конца ряда. По краям закрываем. Думаю, все понятно. Так провяжем всю подошву. Провязать, снять. Провязать, снять. Провязать, снять. Провязать, снять. Провязали край. Снять не провязанный. Лицевой одну снять, одна лицевая, одну снять, одна лицевая, одну снять, одна лицевая. Последнюю петельку не провязываем. Поднимаем 2 дужки. Провязываю вместе по лицевой стороне. Лицевой соединила. Соединяем подошву с боковой стороной. Вяжем, довяжем до конца, перейдем потом на пятую, потом сделаем верх. В этот раз я верх немножечко по-другому сделала, принцип тоже, но немножко не так. Провяжем вот эту вот часть до конца, перейдем на остальное. Я к вам вернусь, вяжем, девочки. Закончили вязать подошву, дошла до последней петельки. Я специально одела его, чтобы было понятно. Теперь дальше. Подошва у меня будет на 15 петлях. У меня по подошве было 29. Беру средние 15 петель на задник. Оставшиеся по краям 7 петель я переношу на боковые части. 15 оставляю, по 7 переношу. Вот здесь я закончила. Где я закончила? Вот здесь вязать ряд. А вот здесь, да? Господи, вот он. Теперь 7 петелек сюда переношу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У меня было здесь 13 и 7, получилось 20. Теперь 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 1, 15. Средние 15. На них я буду вязать и соединять по одной петельке с боковой стороны. Крайние по 2 буду соединять. На них я буду вязать пятку задник. Вот здесь закончила. Теперь продолжаю вязать. 15 петель провязываю и последнюю петельку соединяю с петелькой с боковой стороны. Также продолжаю вязать тем же узором. Одна лицевая, одну снимаю. Также продолжаю вязать боковые петли, соединяю по 2 лицевой. Одну сняла, одну провязала, сняла. Вот последняя петелька. Переношу ее на эту спицу. 2 вместе провязываю лицевой. По изнаночной стороне соединять буду изнаночной. Все петли вяжем изнаночными. Последние соединю изнаночной. Так провяжем до конца. Соединим все петельки с боковой стороны и петельки пятки. Все, последняя петелька перебрасываем. 2 вместе изнаночной. Все, развернулись и продолжаем дальше. Средние петли провязываем тем узором, который у нас был по подошве. Крайние петли соединяем. Закроем все
последняя, 2 вместе, лицевой. Дойдем до конца, закроем петли и будем делать обвязку тапочка. Вяжем задник. Закончила вязать задник. Так, теперь что сделаем? Сделаем вот такую вот обвязку. Наберу по всему кругу петельки под 2 дужками, вытягиваю петельку и набираю. У меня получилось 63 петли. На 4 спицы наберу, провяжу 10 рядов все изнаночными. И потом с изнанки закрою, примонтирую. Набираем петли, провязываем 10 рядов изнаночной вязкой. Все изнаночными по кругу вяжем. По одной. Понятно, да? Впереди тоже вот я закрывала, из одной петельки делала 2. Тоже вот под 2 дужками, под каждой, чтобы не было дырочек, под 2 дужками вытащим петельку. И получится вот все аккуратненько. Вот столько ниточек остается. Ну, сейчас еще обвязка будет. На этот размер, сколько это, грамм 80 ушло. Ну, а если размер больше 39-40, то 100 грамм пойдет. Так, все, добираем петельки. Вяжем по кругу желаемую высоту. Я провязала 10 рядов. Я к вам вернусь. Провязала 10 рядов все изнаночными. Вот такое вот дело получилось. Теперь, что дальше делаем? Выворачиваем наизнанку. Перегибаем. Ровненько распределяем. Одну петельку снимаю. Если вы спицы не передвигали, у вас получится, каждая петелька должна совпадать с петелькой, с первой, которую мы набирали. Мы по лицевой стороне вытягивали петельки, набирали. Теперь на изнанке под первым рядом, вот они остаются, где у нас поперечно проходит такая как строчка. Не мешаешь. Подхватываем, протягиваю ниточку, снимаю петельку, за следующую, под крайним рядом, вот они проходят все, это поперечные наборные петли, которые мы вытягивали. Вот она. И через 2 петельки протянула. Так я привязываю окантовку к тапочку. По одной петельке, по одной. Да что ты? Иди сюда. Ну. Я обычно вяжу лицевыми, в этот раз решила изнаночными сделать. Тоже хорошо получилось. Мягкая такая получилась окантовка. О. Сняли. Что-то у меня ракурс сбивается. Ну.
Вытянули. Заканчиваем наш тапочек. По одной примонтируем. Вот так вот. Понятно, да? Вот так вот получается. Идем дальше. Еще несколько петелек привяжу. Кому удобно, можете этот верх обвязывать на круговых спицах. Но я настолько привыкла на 4 спицах, что не люблю я эту леску вытягивать. Вот подняли. Снимаю одну. Где она у нас? Вот под 2 дужками петелька. Вот впереди 2 дужки, под ними петелька. Так, 2 дужки. Две петельки. Еще одну. Все. Так вяжем до конца. Обвязываем. Вот такое дело у нас получится. Вот так это вот. Она даже вот здесь ложится лучше, чем лицевые, когда я вязала. Хорошо сидит. Плотненький довольно-таки тапочек. На этом сегодня, девочки, все. Мальчики, девочки. Всем спасибо за просмотры. Всем легких петелек. Всем пока-пока. Увидимся.